Друзья, всем пламенный привет. Надеюсь, меня слышно. Не слышно? Должно быть слышно. Слышно, супер. Сейчас народ потихонечку подходит, собирается. Сашка, привет. Леночка, привет. Остальных не вижу, но тоже привет. Леша, привет. Всем привет. Привет. Как там Владимир? Стоит? Да ничего, вроде нормально. Я вот сейчас, что-то сегодня такой день был суматошный прям. И прям сил нету. Вот, только в таком положении я сегодня буду на мелонге. Саня, что-то у тебя. Со звуком? Да, у Сашки что-то со звуком. Сейчас мы ему напишем. Ребята, а всем меня слышно? Подтвердите, Мне пожалуйста. тебя слышно. Очень хорошо слышно. Леночка, а ты слышишь меня? Да? Все, супер. У нас Саша, была очень страшная гроза. а что, у вас мелонга была, да? Нет, у нас не было мелонги, у нас гроза была страшная. Мне слышно. Я с мелонги. Мелонги. Нет, у нас была гроза такая, что повырубала вообще во всем квартале свет. Вот, а у нас там машины тоже, ну, вот сигнализации орали просто всю ночь. Вот. На утро встали, у нас к подъезду вода подошла, то есть вот как бы там такое место, да, что прям выходишь и сразу море такое. Я тоже смотрела это в интернете, в Фейсбуке тоже смотрела, люди выкладывали из Москвы, там тоже небольшие такие ролики. У вас там, чувствуется, тоже было. Ну, у нас что-то гремело, но так и не сыграло. Мимо прошло. Ты пивом-то затарилась сегодня, скажи? Сегодня еще только четверг, завтра пятница. В прошлый раз тоже был четверг. Нет, была... подожди, разве был... Нет, подожди. Был перенос на пятницу. Да, так что все нормально. Что-то, знаете, какое-то пиво было не очень удачное. Или мы прям как бы очень много его это... Короче, в субботу прям... Так, это Саня прорезался вроде, да? Да, слышу. Супер. Ой, мы тебя тоже. Ну, прекрасно, я убрал-то. Гарнитура, что ли? Да. Пытался через наушники. Сейчас все будут подходить, потихоньку подходить. Сейчас Каринка привет. Каринка будет переводить. Привет, Сань. Мы как раз тут сидим, готовимся к интервью, и я пересматриваю видео Сигрид старые. Блин, такие ржачные видео вообще. Ну, какие там 6-7 года. И когда смотрю на партнеров, на мужиков, думаю, блин, сейчас через 2 месяца уже танцуют лучше. То есть люди... Там... еще, скорее всего, там это... Ну да. Да. Штаны, все дела. Да, штаны, такое объятие такое, и все очень смешно, и все хореографии. Ну, и ручка повыше, да? Да. Нет, там как раз какие-то были скрюченные совсем ручки, знаешь, как... Ну, она скрюченная, но повыше. Да. Очень забавно. У нее было много партнеров. Да. Я стал читать, и самый первый, значит, который я нашел, она в 2006 году была на первой апрельской танго-лаборатории с каким-то парнем, сейчас скажу, как зовут, загадочным. Блин, все на французском у нее. Живан. Нет, как-то же. У нее был... Мы его найдем.
Ливанец был. Да, ливанец, да, сейчас. Такой с бородой, там, с бородкой с такой. Там такое видео, что не видно бородку. Ну, он такой, он там известный в Ливане. Я был в Бейруте, там такой известный чувак. Там такой. Такой он тоже невысокого роста. Ну, тогда он худенький был, не знаю, как сейчас. Так, Такой, знаешь, чем-то на Барашковского издалека похож. Камиль Рибай его звали. Да, Камиль как-то, да. Очень забавно. Рибай. Как стейк Рибая, тут Камиль Рибай. Ребят, а скажите, пожалуйста, а вы будете делать мелонги на выходные дни? Ну, в принципе, вообще. Мы нет. Или только вот... Нет, да? Только Знаешь, мы пришли к тому, ну, еще когда мы открывали мелонгу, что делать мелонгу на выходные дни однозначно надо ночную, а на ночную на мелонгу у нас не хватает здоровья, честно говоря. Потому что у нас дети и плюс уроки. Это значит, если мы в субботу делаем ночную мелонгу, у нас пятница вылетает, потому что ты готовишься, воскресенье вылетает, потому что ты отсыпаешься, уроков не можешь давать. Поэтому ночную мелонгу мы не готовы. Как делали вот четверги, наверное, так и будем делать. Но если нас слушайте, жизнь нет, конечно. Слушайте, а у нас ведь 24 июня же мы не работаем, да? Парад, день парада. Наверное. А вот, да, а мелонга 25-го, да? Да. Сейчас вообще сложно уже понять, когда мы работаем, когда мы не работаем, и что вообще происходит. Ну, это понятно, это да. Понятно, что ничего не понятно. Это единственное, что понятно. Анюша, ладно, я просто немножко запуталась в днях, думала, что 25-го это как-то рядышком. Ну ладно. Все, ну, сейчас я думаю, что мы стартанем в четверг, и все будут открываться потихонечку. Планетанга точно откроется. Я прошу прощения, ну, вот я немножко буду зевать. Вот, ну, я тоже очень-очень жду. Сейчас Нижний рядышком, здесь вот как бы 100 километров, и я... Ну, в Нижнем сложнее, видишь, у них там свой губернатор, он такой, типа нашего Собянина. Там ребята все сидят, пока на стреме ждут. Подпольщины нету в Нижнем. По крайней мере, они не колются. Уже нету. Была, да? А чего перестали? Заболел кто-то? Никто не заболел. Абсолютно никто не заболел. Да сейчас есть немножко. Я сейчас опять наговорю на камеру, тут лишнего всего. Любопытно. Ну, квартирники есть как бы во всех городах. Люди как бы собираются по свою ответственность, ну, как бы понятно, да? Вот. Квартирники-то они есть в любом случае. А так, чтобы мелонги, ну, нету. Я не знаю, по крайней мере, про Нижний сейчас. Не знаю. Вот видишь, Москва оказалась таким достаточно ответственным городом. По крайней мере, мы с Сашей точно. Да, Москва прям. Ну, сейчас уже все почувствовали свободу, все танцуют. Все ждут только уже официального открытия Планетанга. Маленькие мелонги, которые арендовали, типа рандеву, там и по субботам, то, что ребята делали, я думаю, что они срезались, их больше не будет. Ну, может, будут, ты так прям за них говоришь. Ну, нет, они, может, и будут, но точно не сегодня, не сейчас. Ну, понятно. Не скоро. Собрать всех ковид-диссидентов в одно место и устроить марафончик, да? Да. На завтра, вот, пожалуйста. Да, в Питере, я слышал, тоже достаточно активная подпольная жизнь. Ну, да. Да, я про Питер тоже аж 4 раза в неделю делает, так что... А я пошла в инвитро и сдала анализ на GG и GM. Что тебе сказали? Мне сказали, что я переболела. Но я не болела, у меня не было ничего, никаких симптомов. То есть, ну, как бы я спокойно теперь могу ездить на мелонги, то есть я никому никакого вреда не принесу, точно. Слушай, у нас ребенка старшая тоже, значит, сейчас выходит на работу, но они мало того, что садились на карантин, там у нее муж такой, типа, мы все умрем, поэтому надо сдать срочно анализы. Короче, они сдали анализы, у них ничего не было, они сели на карантин. Ну вот, а сейчас на работе тоже им сказали обязательно кровь на антитела. Ну, в общем, короче говоря, она в этот период времени пару раз там кашляла, и температура у нее была, и все. И у нее никаких ни антител не болело и не болеет. Так что помимо, знаешь, этого всего остального... Да, понятно, что остальные-то инфекции тоже никуда не делись. Ну вот, а люди, знаешь... Да, нас обязали, просто у нас пищевое производство большое, крупное, международный холдинг.
Вот, и нас как бы обязали, всех сотрудников, которые на производство там посещают и как бы ходят, вот нас обязали ну, сейчас уже мы уже как бы и вышли из удаленки, вот, и вернулись работать в офис. Ну, сейчас почти всех обязывают. И всех обязали. Ну, что делать? Все как бы. Теперь зато я спокойна, что я, самое главное, никому вреда не принесу. Тебе зато хорошо, больше сдавать не надо. А вот она сдала, не болела и не болеет, ей теперь каждую неделю придется сдавать пока. Это хотел спросить. Тань, как там в Рязани? Нет подвижек-то никаких к свободе? Сегодня губернатор подписал распоряжение. Область вышла второй этап отмены ограничений. Фитнес-клубы, 10 квадратных метров на человека. Ничего себе. Да, Роспотребнадзор на федеральном уровне написал 4, насколько я помню. Наши написали 10. Вот как все это будет. Значит, и написали, значит, вот эти вот всякие творческие какие-то там эти искусства, значит, индивидуальные репетиции и репетиции в малых группах. Вот мы, наверное, с понедельника начнем занятия начнем. Ура, ура! Поздравляю, ура! Но мы тоже будем мимикрировать под это вот, когда мы семинар завели. 20... Под кружок самодеятельности. Да, под кружок самодеятельности. Но мы будем соблюдать там социальную дистанцию, типа все такое. Ну, я посмотрела, если там, ну, строго даже вот, ну, соблюдать 10 метров, ну, грубо говоря, 10 человек, значит, у меня 100 метров зал, ну, 10 человек, значит, там могут нормально находиться, я ничего не надо. Конечно. Ребят, хотел спросить, извините, нескромный вопрос. Вы в разных комнатах сидите или как? Да. Да. А что, фонит, Сань? Не, просто если любопытно, думал, в одном месте будет. Не, мы просто если сидим в одной комнате, идет эхо очень сильное. Понятно. Поэтому нам приходится расходиться по разным углам. Благо нам метраж квартиры позволяет выдерживать социальную дистанцию, понимаешь? Мы, видишь, мы даже дома выдерживаем социальную дистанцию. Да ладно. Вы рассказываете, ладно. Только по работе встречаемся, чисто по работе в центре комнаты встретились, разошлись. Маски одели, потанцевали, разошлись. Слушайте, ну хорошо, что в Рязани тоже теперь будет жизнь. Прекрасно. Посмотрим. У нас некоторые танцевальные школы уже сразу выложили анонсы, что уже некоторые завтра начинают, причем без всяких ограничений. Ну, вот это вот сальса, бачата, ну, тоже, в принципе, достаточно близкий. Там вот у них очень маленькое помещение. Фитнес-клубы некоторые анонсировали открытие, но комментарии такие неоднозначные. Люди пишут, что и до закрытия было очень... Ну, комментарии, да, у нас тоже, мы когда написали, как бы многие нормально, но много народу, кто там как из бронзбоя-то поливает, извините. Ну, что делать, все разные. Сказывать свою позицию гражданскую. Да. А фитнес-клуб, вот мы сегодня как раз звонили, вот в который мы ходим, они открываются во вторник. Со вторника у нас официально можно уже фитнес-клубом. И я их спрашиваю, а будут какие-то там, ну, что-то там, какие-то ограничения, может, по записи, может, еще что-то. А это большая сеть СССР, большая в Москве сеть. Они говорят, ну, это что, рекомендации, нам вообще все по барабану. Все как бы, просто приходите и все. Нет, но они сказали, что групповые занятия по записи, групповые. Они были у них всегда по записи. Нет, не всегда у них. Платные у них были по записи, а бесплатные у них были без записи. Приходи в любое время и занимайся. Значит, и бесплатные еще по записи. Ну, принципиально я так понял, что ничего не поменялось. Ну, то есть зал, бассейн, ты можешь спокойно приходить и заниматься. Единственное, что вот групповые, ну, я так понимаю, что им тоже, чтобы соблюсти просто количество Ну людей. Да, чтобы количество людей в зале не превышало, видимо. Они поэтому, да. Ну, не знаю, у нас вот губернатор написал распоряжение, чтобы загрузка была, ну, в фитнес-центре не больше 25%. От чего она должна отсчитываться, откуда должны браться 25%? 25% от чего, да, от ничего. От какой цифры, которая была год назад, или в январе, или в марте, или ну, как да, это, знаешь, как у нас магазины, вон, когда открыли, первую неделю все прям были в масках, в перчатках, все как положено. Сейчас уже все, ни на продавцах, ни на покупателях. То же самое с летними площадками. Сейчас пару дней они побздят, а потом будет
всем пофигу. Я думаю, что с залами будет то же самое. Мгм. Неделю все пособлюдают эти требования, потом все забьют болт, и как бы... Да. Ну, когда ты, как ты там что докажешь, это 25% или 26% от Ну, обычной да. загрузки? Не, ну метр, 24%. да, не знаю, посмотрим. Так что все так, конечно, относительно. Не знаю, у нас так осторожненько, потихонечку все уже заявляют групповые уроки. Мелонги пока ждут, думают. Я думаю, что мы будем первыми. Слушайте, а Ну, на мелонги на открытом официально. воздухе же можно проводить? Дело в том, что открытый воздух Можно. даже рекомендован, там как бы ничего такого нету. Ты понимаешь, тут какое дело? Тут же надо договориться с каким-то парком или еще с чем-то. Ну, А, вот у нас, например, А вот, кстати, площадка в можно Сокольниках. у Ленки спросить, как там Да. Екатерининский, нет? Сейчас Лена включится. Но у нас вот сегодня вот это распоряжение, что интересно, эти ограничения, нельзя ходить в парки, это ограничение остается. В фитнес-клуб ходить можно, в парке ходить нельзя в Рязани. кошмар, это вообще И что вообще, такое? я вообще этого не Очень понимаю. странно. У Леночка, меня расскажи муж нам ходит про в 5 Екатерининск. утра каждый день, проходит 12 километров. Парк не открывается, то есть он закрыт, и массовых мероприятий нельзя. Ну вот. Может быть, это зависит от администрации, может быть, с ней можно как-то договориться. На пляже народу вообще яблоку негде упасть, жара, никто ничего не проверяет. Парикмахерских проверяет Роспотребнадзор, Мгм. потому что, ну, чтобы были в масках. Я вообще не представляю, как можно стричь в В перчатках. масках, Лена, они помимо того, что в масках, И вон мои халаты. закупили халаты, маски, очки, как эти перчатки и шапочки на голову, вообще невыносимо. Да. Бедные Да, девки. их заставили установить видеосистему, чтобы Роспотребнадзор смог отслеживать количество людей, как они там защищены. И Представляете? каждую неделю вот они анализы должны сдавать, значит, больные они или здоровые, что там у них происходит. А у нас вот наоборот, в парках можно ходить, все парки открыты, пожалуйста. Вот. Но фитнес-клубы закрыты. Ты знаешь, я думаю, что парки открыты, но пока они не вот официально не скажут, что можно массовые мероприятия, они не разрешат Да, массовые администрации. мероприятия запрещены. В Рязани сказали, что не будет парада 24-го. 13 регионов России, где не будет проходить этот парад, ну, в том числе в Рязани. А у вас У нас тоже какая-то не будет. страшная статистика, много народ болеет? По статистике, вроде цифры такие не очень, но, как говорят медики, реально не очень хорошо. То есть это не соответствует. Соответствует статистике официальной. Ну, говорят, что вот так, да. Мне кажется, вообще статистику как-то очень трудно, если там бессимптомных, ее очень трудно собрать. Она зависит только от количества тестов. Все. Много тестов у вас делается или нет. И то у нас вот у знакомого, у него жена в метро работает. Их тоже всех обязали, у нее нашли этот ковид. Она, правда, об этом вообще не догадывалась, потому что у нее никаких симптомов не было. И стали мы уже проверять. Короче, 2 недели ждал, сидит на больничном, 3 недели ждет, они все не идут и не идут. Вот так и проверяли. Поэтому непонятно. С этой статистикой ее, по-моему, уже все раскритиковали. Никто в нее толком не верит. Да, с ней непонятно. Одни говорят завышают, другие говорят занижают. Я думаю, что и в ту, и в другую Я сторону. думаю, что и завышают, и занижают. Да, конечно. Непонятно. Ну так, я не знаю. У меня есть знакомые, много кто переболел, и несколько человек есть, кто умер. Ну, такие уже в возрасте, с большим количеством там всякого разного. Сильно старые, Саш, сильно пожилые. Не, ну почему вот, например, отец Алексей, он Нет, был отец молодой, Алексей. никаких заболеваний у него не было, ты Ну, говоришь. как молодой? Молодой это 20 лет. А Хоть, отцу ну Алексею 50 было лет это тоже 55. не старый. Ну, не старый, но не молодой. Потом как не было? У него, извините, сахарный диабет и еще что-то Хоть там. не было у него ничего, что ты говоришь, никакого сахарного диабета, ничего у него не было. Просто его не вовремя забрали, сутки условно скорая ехала, и лечение тоже не назначили вовремя.
Ну, вот видите, товарищи говорят, что вообще статистика вещь точная. То есть, наверное, туда погрешность, сюда погрешность. В целом получается правильная картина. Хрен его знает. Это тут гадать на кофейной гуще, конечно. Статистика самая продажная наука из всех. Это Там Это как да. хочешь, так крути. Ну да, все зависит от чего считать, в общем. Да. Угу. Для чего считать? Для чего? Да, какая цель поставлена, вот такая статистика будет. Ну, живем пока. Смотрим, не знаю. Я надеюсь, что нас второй раз не закроют осенью, потому что это совсем, конечно, будет трындец. Мне кажется, наша экономика не выдержит второй волны, честное слово. Да, И я будет думаю, бунт. что да. Будет прям уже очень много будет нищих и безработных. Будет бунт. Угу. Я просто стала, вот у нас во Владимире, да, я стала видеть чаще. У нас как бы есть бомжи, которые ходят, побираются по улицам. Сейчас я стала видеть такого рода людей чаще, все чаще. Вот. А на завод здесь езжу, это еще дальше от Владимира, 100 километров. Здесь вообще уровень жизни, в принципе, очень-очень низкий. Вот. И здесь я вижу вот людей тоже таких вот, ну как бы видно, что они прям копейки считают. Вот. И такие здесь я тоже вижу, таких чаще стало видеть. Вот сегодня тоже гуляла в парке здесь, вот, недалеко там от предприятия. Вот. И прям перед парком сидит, ну, такая, ну, бабульчика такая, она, видно, что чистенько одета так, вот, ну, настолько вот прям, ну, видно, что она прям вот тащенная, сидит в маске. Вот, и там люди проходят, денег дают там. Вот. Но, к сожалению, я вот как бы стала, ну, просто вот факт из жизни. Я стала таких людей видеть чаще. Ну да, сейчас же вообще... У нас официально только по статистике 2 миллиона безработных теперь. Это официально, а неофициально фиг знает. Сколько там чего. У меня знакомая, она взаимодействует с нашим центром занятости вот во Владимире. И вот она говорит, по Владимирской области официально зарегистрировано 80 тысяч безработных. Официально 80 тысяч. Учитывая, если сам город Владимир, там 250 тысяч населения, да, ну как бы область Владимирская, она... Да, у нас маленький, небольшой город. Вот. А то для Владимирской области это цифры, ну, не маленькие. Ну, считай, 40%, да, где-то получается? Ну, 80 тысяч это по области, не по городу, а по области, по всей Владимирской. По области. Но это только официальная статистика. Опять-таки, сколько неофициальных. Я вот среди своих знакомых знаю, которые остались без работы, но они не станут на биржу труда, потому что, во-первых, не все, туда не встанешь, ну, как бы, не так просто встать. Вот. Это нужно зарегистрироваться на госуслугах, нужно добиться, что тебя поставили. То есть это такая возня. Вот. И люди, ну, не стали заморачиваться, они просто сами ищут себе, ну, работу. Вот. Какое-то время там, если особенно специалист хороший, если там, ладно, там неквалифицированный персонал, понятно, что как бы здесь другая история. А если это квалифицированный специалист, они, естественно, в других источниках ищут себе работу, но никак не на бирже труда. Потому что если это человек действительно как бы профессиональный, он не встанет на бирже труда, потому что ему просто собственная репутация не позволит, самооценка не позволит. Так они предлагают для специалистов какую работу, там просто как оскорбление человека просто-напросто. Поэтому никто там, конечно, не... У нас вон дети, когда только вся началась эта история, чтобы получить, значит, пособие, муж Катиной дочки попробовал встать. Это там, блин, такой квест еще, конечно. Да. У меня племянница тоже осталась без работы, там не встанешь так просто на бирже труда. Это все очень даже непросто. В общем, ему в конечном итоге, он все-таки упертый оказался, но он на бирже труда не встал, но пособие вот это получило. Заплатили ему 3 600, что ли, 3 800. Ужас. Ну так. Кошмар, конечно. Я сегодня ходила на маникюр-педикюр, и мне маникюрша говорит, у нее наоборот, он там какого-то то ли 1 июня, то ли что, увидел, что ей 20 тысяч, у нее 2 детей, двойняшки. Говорит, я думала, когда-то там в конце лета пришлют. Нет, все прям это, как Дню защиты детей. Ну это вот это то, что детские, да, 10 тысяч она подала. Я не могу через госуслуги подать, меня выбрасывает все время. Я уже говорю, надо в МФЦ съездить, хоть 10 тысяч получить, подать. Хоть что-то, да. Нас получили все тоже быстро, наши ребятки. Оля, привет.
Привет. Привет. Привет, привет, привет. Ну что, Саш, начинай рассказывать потихоньку. Уже А что, все, сейчас уже придет Сигрид, она укладывает детей спать. Сейчас она их быстро доукладывает и идет сюда. Каринка опаздывает, поэтому мне придется за двоих сразу. И разговаривать, и переводить. Слушай, сколько у нее детей? Двое? Да, двое. Я не Что знаю. рассказывает? Сигрид, я думаю, что все знают. Сейчас она танцует в паре с Муратом. Недавно вот мы имели удовольствие наблюдать выступление Сигрид с Сашей Захаровым. Вон он сидит. да. Одна из первых преподавательниц, которая начала приезжать в Москву, как мне кажется. С балетным, я так понимаю, прошлым академическим. А подробно мы сейчас у нее все расспросим, как она в танго пришла. Как Где она в танго Сашу осталась. Захарова нашла, да? Да. Что это за парень такой, Камиль, как его там? Рибай, я запомнила. Камиль Рибай. Где он вообще сейчас? Что с ним происходит? В Бейруте живет. В Бейруте живет? Ну, насколько я, ну, то есть, по крайней мере, он из Бейрута, а насколько, ну, насколько я могу сказать. Я его там видел, где он живет? Потому что я как не помню. Мы ее видели самый первый раз на Планетанго, уже году, наверное, в 2008 или 2009. И я не помню, с кем она была. По-моему, она вообще была одна. Одна была. А потом уже с Дамианом она была. А потом уже с Муратом. Она, кстати, несколько раз одна приезжала в Москву. Да. В 16-м году одна была. Мы ее видели в Сиджисе, это, наверное, где-то 7-й год, и она тоже была одна и давала уроки часто. Мы бы у нее брали просто, поэтому я помню. А Сиджис это где-то 7-й год, наверное. Какие зубры собрались в танго. Стариканы. Зубры не зубры, а я ее с этим-то не достал на Брестской. С парнем-то, господи, с Камилем. Ты запомни, как мясо, как стейк, рибай. Камиль Рибай, да. Камиль Рибай. Так, где тут у нас она? Сейчас мы откроем ее сайт, чтобы у меня все было под рукой. Тут есть подсказки про Камиля. То я опять забуду, как его зовут. Окей. Ну. Тр-та-та-та-там. Спасибо. Такой звук, как будто кто-то моет стекла. звуки. Пугай как будто. Так, друзья, к нам пришла Сигрид. Прекрасно. Сейчас мы будем ее видеть. Вот она. Мы сейчас, ребят, мы сейчас все отключим видео с вами и звук. Саша будет пока с Сигрид вдвоем. Потом придет Карина, тоже включит видео себе и звук. Да? Да. Сейчас мы все сделаем. Hi, Sigrid. Just a second. I'll turn off all the sound for everybody and will be just me and you. Of course. So usually we have a girl who is translating, but she's a little bit late. She's gonna be here in 10 minutes. So I'll have to do 2 jobs at the same time, to talk to you and translate all the thing to the others. You will manage. Sorry for my English, it's very bad. You will manage, I'm sure. I'll try my best. Let's start. Is everyone ready? Всем привет, друзья. Мы начинаем. So, there is very few of us today because we're out. Oh! For the moment I was writing you, we were all in lockdown. Now we're free, we can walk, we can go to fitness from Tuesday. The cafes and restaurants are opened. So it's much better now. So everybody is enjoying a free life. I'll be translating, okay? Sure. From time to time. Друзья, я говорю, что когда мы списывались с Сигрид, у нас еще был локдаун,
а у них уже была свобода. Она как раз рассказывала нам о том, что она начинает вести уроки у себя в школе. Я говорю, сейчас нас так немного, потому что нас выпустили, люди разъехались по дачам, по гулянкам, все гуляют, кушают в кафешках, получают удовольствие. So we usually start from one and the same thing. How is it now in Lausanne? What's the situation with COVID? Yeah, right now we have a big storm, so I hope everything works with the internet, but I'm sure it will. Well, actually, now the situation, it's almost came back to normal. We have officially, actually, we cannot dance yet, but actually training sport or like fighting sports in close contact are allowed for training, but not for competition. So some have started to say, yeah, well, actually, if we don't do milonga, we just do practica, then it's okay, you know, it's like a sport training. And actually, at the same time, prostitution are allowed also. So between sport contact and practica and prostitution, it's like tango is in between, you know. Сигрид говорит, что у них ситуация с ковидом сейчас они практически вернулись к доковидным временам. У них разрешены тренировки, разрешены практики, но запрещены пока официально милонги. Но она говорит, что поскольку разрешено заниматься контактными видами спорта, борьбой, там всякими единоборствами, и разрешена проституция, наши танцоры решили, что мы где-то между проституцией и контактными видами спорта, и поэтому собираются на милонги, называют их практиками и танцуют. So, and now there are some practicas, milongas, there are lessons, group lessons, yes? Yeah, group lessons have restarted a week ago. Well, last week, yeah. And officially, we can now join with 300 people, still with the social distance of 2 meters, so which make it impossible for dancing tango. But mask has never been obligatory for us in Switzerland. It's only when social distance cannot be respected. Yes. But actually for milonga, of course, they don't use them. Yeah. Okay. For a while, I was teaching my private lesson with the mask because it was in the condition to be able to keep teaching. But now nobody respects the rule anymore, and not even the distance social. Nobody respect that anymore. Друзья, она говорит, что сейчас у них официально разрешены мероприятия до 300 человек, но с соблюдением социальной дистанции. Маски, перчатки с самого начала у них не являлись обязательными, являются обязательными только в случае невозможности соблюдения социальной дистанции. Но очень быстро все на это забили, маски никто не носит, на милонгах в масках никто не танцует. Она говорит, что я первое время вела частные уроки в маске, но поскольку это очень некомфортно, то очень быстро избавилась от этого. It's pretty the same now in Moscow. We can't officially do classes, do milongas, but we can do fitness, group classes, and all the same. And now, starting from the next week, we will start doing milongas in the same way. We call them somehow, but we will dance. Okay, it's very nice because before that we were very sad and not very optimistic because we were sitting for 3 months in quarantine. Yeah. So tell me, in Switzerland, was there any underground while the quarantine? Maybe some people dancing undercover or something? I know there were things, but I heard about it afterward, but it was very small amount of people. I mean, always the small, closed amount of people. But of course, some people have
kept dancing because they're partners, so they are dancing, but in the living room, you know, things like that. But of course, they were not Milonga. I mean, all the tango school had to lock down, and yeah, I couldn't teach either. I couldn't travel, and no, there was nothing actually, nothing official. I heard that some people were meeting, like 5-6 people were meeting together, but that's okay. I mean. Я спрашивал, если было ли во время локдауна у них в Швейцарии какое-то подполье, собирались ли люди танцевать. Она говорит, что у нас все было очень жестко закрыто, все организаторы школы вынуждены были закрыться. Я, говорит, слышала, что были такие небольшие квартирники, что компаниями собирались там по 5-6 человек потанцевать, но как бы ничего более серьезного не было. Okay. But actually, in Switzerland, we were not completely locked down. We were allowed to go out all the time. Just we couldn't group more than 5 people, and we had the distance social distance, sorry, and everything was closed until end of April. At the end of April, some things restarted slowly, and then middle of May, school restarted. But we haven't been locked down completely. I don't know how has it been for you if you were not much allowed worse. to go out. Yeah, no, but you know, it was much worse. It was a complete lockdown. Yeah. But in reality, it was just for 1 week because nobody was keeping all the. You are Russian. You are Russian, my friends. Она говорит, что у них не было на самом деле жесткого локдауна, людям можно было выходить, какие-то вещи работали, можно было собираться по 5 человек. И спрашивает, насколько все жестко было у нас. Я говорю, что у нас все было достаточно официально жестко, но соблюдали люди все это примерно неделю, потом все, конечно, начали выползать и делать свои дела потихонечку. So, the important question in all this thing, I was asking all the other maestros who were coming to be our guests, is how do you think, how many people we lost on the way? So now when everything is reopened in Switzerland, is there the same amount of people, or there are still some people who are afraid, or there are maybe some people who just gave it up while this period of time? Yeah, that's a good question. I think I cannot really answer properly now. I have my estimation, but I haven't been going out yet personally. I will go out first time to the Milonga this weekend, so I'm really looking forward. I think some people have dropped tango because they were already in an uncomfortable situation, most of all because of Milonga rules, how Milonga is working. You know, all the social things and problem with dancing and not dancing and what, you know, all that. Yeah, and I think people now are really eager to dance. Still, some are afraid, not so much to catch the virus or something like that, or to get ill, but more that if we go too fast into close distance, into contact, I mean, tango is a perfect way or perfect place to distribute the virus, as it seems it's working. And therefore, they're afraid that with tango, we can, or we are, how to say that? We are increasing the chance to have a second wave. Mm-hmm. So it's more thinking of the community rather than themselves. Я спросил у Сигрид, что сейчас, когда у них снова открылись уроки и открываются мелонги, много ли, о господи, наконец-то пришла Карина, много ли людей они потеряли по пути, да, какова сейчас посещаемость уроков мелонг,
и как вообще обстоят дела, много ли людей бросило танго за этот период времени. Она говорит, что ей пока сложно сказать, поскольку она не была еще. Кариночка, привет. Привет. Hello. This is Carrie. She's here and she will translate from now on. Yes. Sorry for being late. Terribly sorry. Да, собственно, она говорит, что пока непонятно, потому что она пойдет на первую свою мелонгу вот только ближайшие выходные, и ей уже станет ясно, что там с посещаемостью. Говорит, что отвалилась достаточно большая часть людей. В первую очередь это те люди, которым и до этого в танго было не очень комфортно в связи со всеми социальными обстоятельствами танго, да. Ну, все вот это, кто там с кем танцует на мелонгах, не танцует, приглашаемость и прочие наши социальные атовизмы, скажем так, которые мы очень любим, но которые создают многим людям большие сложности. Ну и плюс есть часть людей, которые как бы боятся спровоцировать вторую волну коронавируса, потому что танго, по их мнению, является идеальной средой для распространения вируса. И вот свое отсутствие в танго они мотивируют тем, что они таким образом заботятся об окружающих. Вот. Если я что-то пропустил, друзья, поправляйте меня, пожалуйста, потому что у меня с трудом все это укладывается в голове. Но сейчас мне будет легче, пришла Карина. Окей. And the classes. What's the situation now on the group classes? Какая ситуация с групповыми уроками? Few people? Много, мало? I could only restart one of the two group classes I'm usually teaching because I'm teaching one in a village that is, well, I'm using like the public party room, let's say. I don't know how to translate that in English. And they just decide to close it until end of August. So I could restart it only one of my two classes. And the second is really well attended. So I'm happy. So I think it's, yeah, for classes, I think it's not a problem. Also because they're thinking that it's a closed group, but it's for milonga. Especially up from Monday, this Monday, they reopened the borders, and people who are afraid of spreading the second wave and so on, they are afraid that people from France, from Italy will cross the border, because here in Switzerland we can dance and they cannot dance yet in Italy and in France. And therefore it has more cross of people and cross of germs and everything. Карина? Да, перевожу. С точки зрения возобновления групповых уроков, здесь как раз получилось одну из двух групп полностью заполнить, и кажется, что нет проблем с этим, потому что люди думают, что это же как бы одна и та же группа, небольшая, поэтому не боятся. Вторая группа, как говорит Сигрид, ее не получилось открыть. Она преподавала в каком-то неком публичном месте, не смогла правильно, не знаю точно, как правильно перевести, она тоже не совсем уверена, как это правильно по-английски назвать. Какое-то общественное, видимо, учреждение, которым можно было преподавать. Вот вторая группа не открылась. Проблема даже не в группах, туда как раз люди ходят, проблема в мелонгах. Люди боятся, что вот это что придя на мелонгу, они могут заразиться, особенно сейчас, когда открыли границы в этот понедельник. Да, мы знаем, что в Швейцарии можно танцевать, а, например, во Франции и Италии там как раз мелонги еще не открыты. И есть страх, что вот все эти люди, голодные по танго из Италии и Франции, приедут в Швейцарию и всех перезаражают. Вот это самый большой страх. Окей. Окей, vale. Karina, do I speak too long for you, or is it okay? No, it's fine. If you need, you just interrupt me, because I completely forget that you have to do that. Okay, I'll stop you, I'll interrupt you, sorry. Сигрид волнуется, что я буду забывать что-то и переживает, что не переведу, попросил меня ее прерывать, чтобы точно ничего не пропустить. Okay, Sigrid, how do you think
what's gonna happen next in autumn, for example? I'm Lady Sun, and I can guess everything. Что же случится у нас осенью? И Сигрид посмеялась, что what did you say, lady what? In France we have Madame Soleil, so Lady Sun. Ну, я так понимаю, что это какая-то дама магическая, мадам Солей это мадам Солнце, да, предсказательница будущего, вот она сейчас как раз изобразила эту даму. Вангует, вангует, да, посмотрим, что нам Сигрид сейчас навангует по поводу осени. Окей, we are all ears. Okay, good. Мы все в ушах, слушаем. No, I have no idea, of course. I mean, if doctors cannot know, how can I know? I have no idea. I just think that I don't know, maybe there will be a second wave, maybe not, I don't know. But if there is a second wave, I don't think they will lock down again. I have the same opinion, because I don't think we can survive it once again. No, it was I mean, economically too expensive. With bringing ahead of the disaster, and they cannot support that once again. And yeah, it's too much. So I think we will have to live with the virus, and they won't be able neither to lock down some kind of hobbies like tango or discotheque or movies, theater, something like that, because people really need that. Economically, it's a very important point in the society, and also for spirits of the people. So I think now on, if we want to dance, I think myself is always like how much the risk is and how much I can assure that I'm going to have fun. If it's like this, I don't go out. But if it's like this, I go out. Okay. Now I'll translate. Значит, говоря о будущем, ну, Сигрид говорит, что, конечно, если ученые не могут сейчас дать точную оценку, то она тем более. Но есть понимание, что, скорее всего, будет вторая волна, и Саша тут подтвердил, что он тоже согласен, будет вторая волна, но при этом вот этого локдауна, закрытия нас по домам уже не будет, потому что экономически мы не можем, это большой урон, уже был нанесен, и второй раз закрыться – это просто смерть всему и вся. И говоря о хобби, тут Сигрид говорит, для меня это как бы баланс, насколько я хочу и уже изнемогаю танцевать, да, и насколько я чувствую, что это рискованно для моего здоровья. Как бы, если я уже изнемогаю и вроде как не так страшно, то я пойду танцевать. Вот. Говоря вообще о искусстве, да, о развлечениях, о хобби, тут стоит отметить, что это важная составляющая нашей жизни, и если мы, если этого не будет, это большой урон, да, для нашего духа. А в таких условиях, понятно, что нам это необходимо. Поэтому, скорее всего, нас не закроют, и просто нам надо будет привыкнуть жить в новых реалиях, жить с вирусом. Вот. Окей. Just a second, I'll add someone else. Сейчас к нам еще кто-то присоединится. Now it's for my class, don't worry. Now let's talk about something good. Let's talk about you. Just 1 second, please. Yeah, of course. Секундочку. Кстати, комментарий. Если я правильно вижу, это муж Сигрид. Я в свое время с ним танцевала. Он вообще, если я правильно увидела, он неизвестен среди там каких-то преподавателей, еще что, но он совершенно великолепный мелангера. И is it your husband? Yes. I'm just saying that I actually danced with him, and I know him. Yes, from Perce-Oreille, the last edition, and we danced again in another marathon. Hello. Hi. Hello. You probably don't recognize me, but whatever. Yeah. No, good. Of course. We started we met in Geneva, but we met again in Milan and somewhere, yes. Yeah. And I'm saying that you're maybe not known, but you're amazing dancer. It was just for guys. Да, и вот мы сейчас как раз обменялись приветами, танцевали в Женеве и в Милане. И да, он совершенно супер танцует. Очень круто. Let's talk about you. Let's forget about the virus. Let's talk about you. What I read on your website,
First time I saw you in 2008 or 2009 in Moscow in Planetanga. Okay. I know that before that you were in Moscow on the first April Tanga laboratory with, right. With some guy. Kamel Rabai and Sueno, I don't remember his last name. Yeah. I will translate. Саша говорит, что давайте сейчас переключимся с таких тяжелых вещей, как вирус, на Сигрид. Всем интересно узнать о ней, да? И вот Саша говорит, что впервые ее увидела, кажется, в 8 или 9 году в Планетанго, и оказывается, Сигрид приезжал еще до этого с... what's his name? Камиль Рыбай. Камель Рыбай. Камель Рыбай. Вот с этим мужчиной прекрасным, да, на первое, как это называлось правильно, Саша, 1 April? 1 апрельская танго-лаборатория. Вот, 1 апрельская танго-лаборатория. Был такой большой фестиваль конкурентный с Планетанго, который делала когда-то Валя Устинова, потом, к сожалению, прекратила. So, and the first impression when I saw you, I could clearly understand that you have a good classical dancing education. Yeah. It's seen on your body to everyone when we see you dancing. And it was seen many, many years ago when maybe your tango was not so good, but we could see that the base is wonderful. So how did you start to dance? Did you start from the classical dance? Yes, I did. I think I was something like 5 years old until 19, that's when I started tango at 18, and after 19 I dropped ballet for a couple of years, then I restart for a year, and then now I do it just like warm up of training or kind of training, but I don't really do ballet anymore. Ну, и вот уже в тот момент, когда Саш впервые видел Сигрид, он сразу понял, что тело демонстрирует, просто поет о том, что Сигрид когда-то, ну, точно имеет какое-то танцевальное прошлое, серьезное, да, и Сигрид говорит, что как раз с 5 лет он танцует балет, до 19. Секунду. Я прям просто, это важный момент будет дальше, спрашивал не про танцевальное прошлое, а про прошлое академическое. Академическое, окей. Классического танца. Угу. Хорошо, спасибо. И, соответственно, танго начала танцевать с 18 лет и говорит, что, ну, как мы уже знаем, многие, когда начинают танго, что-то начинает потихонечку сливаться с своего предыдущего, да, хобби, ну, танца, да. И вот как раз она говорит, что в 19 лет она прервала балетную свою историю на несколько лет, через 4 года опять возобновила, и сейчас танго идет, балет идет вот как уже некий такой разогрев, да, она это делает просто для поддержания формы. Okay, so that's I wanted to ask about classical dance. Russia is the country where we have Bolshoi and we love classical dances. And I don't really know a lot about the history of the classical dance, but I heard, I don't know if it's true, that some years ago, before on the start of the classical dance, it was full of improvisation. And now it is totally choreography. How do you think? Is it true? And is there still a place for improvisation in a classical dance? Wow. I'll translate, sorry. И Саша сейчас говорит, что мы все знаем, что Россия это как раз, можно сказать, родина или такое, ну, по крайней мере, Россия известна именно своим академическим танцем, балетом, и есть такой, говорят, что когда-то там было большое пространство для импровизации, тогда как сейчас балет это очень четкая хореография. Правда это или нет, и есть ли там еще пространство для импровизации? Вопрос к Сигрид. So, it's like in tango, actually. If you dance alone in ballet, you can always improvise. You can improvise perfectly. You put just the music and you dance with ballet movement, with all the technique of the ballet, but you are improvising according to what you are hearing, according to what you want to do, and so on.
when it becomes choreography, it's because you have to present it on a stage usually. So of course, it's like you, especially you, Russian, who do it when you want to do something, you do it perfectly. So when you want to do it, a show with, let's say, 10 couples on the stage, you will create a choreography. Just to be sure that all is perfect. Ага. Ну, смотрите, в балете, так же, как и в танго, есть пространство для импровизации. Если вы танцуете один, вы включаете музыку и, пожалуйста, двигайтесь как душе угодно, и вы танцуйте под музыку, наслаждайтесь. Мы, говоря о хореографии, она рождается тогда, когда мы выступаем на сцене. И Сигрид подчеркивает, что мы, русские, вообще суперперфекционисты. Нам надо, чтобы было идеально. И мы это как раз можем делать идеально, да? Супер. И опять же, говоря о выступлениях на сцене, выступлениях нескольких пар, там, десяток пар, для того, чтобы все это было великолепно, идеально и синхронно, четко, нам нужна хореография. Поэтому вот ответ такой. Okay. Let's talk about it a little bit further. Look, oh my God, my English is awful. It's perfect, part, like all Russians, we're perfect. Classical dance, the next stage is contemporary and modern dance. It comes from classical dance. And on your opinion, how do you think, which part of it, contemporary or modern or classical dance, which is closer to tango? And how much of contemporary or academical classical dance you see in tango, professional tango dancers today? Sorry. Yeah, sorry. Значит, Саша говорит о том, что из классического танца выросли, если я правильно слышала, contemporary и modern, ну, различные такие направления. И вопрос к Сигрид, насколько вообще, как много этих танцев она сейчас видит танго, и, соответственно, как много академического танца сейчас есть в танго. Вот. So in my opinion, I think tango is really more comparable to ballet, classical dance, because it has the same exigence. You have to be equally disciplined in order to improve your technique. It has an extremely precise technique. It has a similar needing of controlling the body. And all this, the looking for the details is very important in tango, like in ballet. So for me, if I have to compare tango to one of the three dances, classical, modern, or contemporary, I will compare it to a ballet, definitely. Now for let's say bringing another influence, I will compare it to contemporary. Because contemporary, you'll say. Yes. Sorry, otherwise I will forget. Sure. Итак, если сравнивать классический танец, современный и contemporary, тут Сигрид говорит, что скорее вот к классическому, к балету, да, почему? Потому что здесь вот она использует слово exigence, это вот крайняя необходимость, острая необходимость в деталях, в четкости, в контроле своего тела. Здесь в танго, как и в балете, очень важна вот эта вот четкость, контроль и важность деталей. А если говорить о том, что сейчас оказывает влияние на танго, это скорее contemporary. Вот это новое веяние, которое появилось. So I will compare it with contemporary for the being able to find the spectrum of the movement. Because in ballet, we have kind of one spectrum of movement, one dynamic. In contemporary, we have different dynamic. We can be extremely sharp or extremely soft. We can be, and we are going to play with the contact. I mean, contact improvisation and tango are really, really similar. So yes, I would not compare it to modern dance.
maybe because I have danced modern dance too few, that's not my thing. And therefore I have no point of comparison. But I think tango is much more introverted to be compared to modern dance, which is a very extroverted dance. Окей. Если говорить о contemporary, почему вот в чем проявляется веяние? Ну, понятно, что Сигрид говорит, что в балете есть очень один спектр движений. Contemporary раскрывает нам и дает возможности работать в разных спектрах, делать движения более острыми или более мягкими. Опять же, contemporary и контактная импровизация тоже вот этот контакт, различные варианты контакта пришли в танго, и в этом мы очень похожи. Почему не современный танец? Ну, во-первых, Сигрид смеется, что она просто им не очень много занималась, поэтому у нее есть предвзятое отношение. Ну и говоря о сущности танца, танго, да, и там балет, это более такое, ну, интроверсивные, да, танцы больше в себе, а современные танцы, там, да, модерн, это больше танцы экстравертов. Вот так вот. Окей. So tell us, as a classical dancer, is the feeling of dancing ballet pas de deux together in a couple somehow close to dancing in a tango couple? Вопрос к Сигрид, соответственно, вот это сравнение балет по ДД, это когда мужчина там что-то делает с девушкой, да, своей. Это шаг для двоих, когда вдвоем танцуют два человека. Спасибо большое. Вот, и танец в паре в танго. Похожи они, не похожи? Как вот их сравнить между собой? Yep. Good question. No. No, it's not comparable. It's not comparable because in the pas de deux we have a choreography. We're not improvising. At least for well, I suppose a couple, a ballet couple that know each other, that have danced for so many years with each other, they maybe are able. I'm sure they're able to improvise, still doing a pas de deux. But that's usually not the way we do, because we don't have this relation of leading and follow in ballet, which for me took me maybe 10 years to understand. Wow. Окей. Sorry. Если говорить о шаг для двоих, pas de deux, я теперь поняла, что это за слова на французском. Соответственно, здесь чисто хореография. Возможно, пары, которые танцуют много лет, ну, пара, да, которые танцуют много лет друг другу, они могут импровизировать, но это все-таки хореография. И Сигрид говорит, что ей вообще в балете нет понятия ведущий и ведомый, да, leading и following. Она говорит, что ей потребовалось 10 лет, чтобы вообще это осознать. 10 years, and you were saying something, sorry, I interrupted you. Yeah, I was saying that it took me around 10 years to really understand this relation of leading and follow. Not that I can't follow before, but to really, really wait, to really understand, to let my partner doing, that took me a lot of time, because usually I function as, so when I'm in open embrace, I still function like this, and I like this, and I don't want to deny that, because I think it's a very powerful tool that I guess what the guy is doing, and I prepare myself. But now I can just say, I guess what he's doing, and I prepare myself. So I'm working with anticipation of what he's doing to prepare myself. But before, what took me 10 years to understand is I could guess what he's doing. And while he was doing it, because he was obviously quite slow or slower than me, so then I was waiting for him doing things, doing kind of embellishment and things like that, without paying attention that actually he was about going to restart something, and we missed each other. We had a kind of disconnection, or
yeah, this kind of things. So this took me a lot of time to really be able to slow down and wait for him more. It's not only a question of leading and follow, it's also a question of maturity into tango. Okay, now I'll translate. Смотрите, говоря о осознании вот 10 лет вот этих отношений, да, ведущей и ведомой, речь идет не о том, что она не могла следовать. Конечно, она могла следовать. Но смотрите, речь идет о интерпретации ведения. То есть понятно, что мужчина, когда, ну, обычно лидер мужчина, да, когда лидер показывает какое-то движение, вот Сигрид тоже улыбается, говорит, ну понятно, что это все очень медленно. И она могла уже предсказать, что он там сделает, и пока он все это в замедленной съемке делал, она наворачивала свои всякие украшения и штучки, и это разрывало связь, не было вот настоящего коннекшена. Теперь же она ждет, и она тоже, естественно, может предсказать, что там мужчина себе задумал, но она готовит свое тело, и как бы вот в этом и заключается как бы настоящее там connection и настоящее понимание вот сущности отношений между ведущим и следующим. Вот. В общем, она 10 лет училась ждать. Да, по сути так. You were learning how to wait for 10 years. No. It's just a joke. We're joking. I was learning how to connect. Вот, смотрите, есть разница. Здесь идет речь не о том, что она ждет, а как она законнекчивается. Вот это настоящая глубокая связь. Okay. Considering all this, let's try a little bit from the other side. How do you think? Do you watch, first of all, do you watch Mundial? No. No? Oh my God. It was such a good question. End of the conversation. Ciao, bye-bye. Good night. Да, собственно, Саша уже намеревался сделать ряд вопросов вот с учетом того, что I Сигрид... watch Mundial, so the same way I watch football, for example, like a kind of competition or sport or something. And there is a thing, a lot of choreos in tango scenario that I see today remind me of a classical dance of pas de deux much more than of tango. Mm-hmm. How do you think? Is it the tango of tomorrow, a new tendency, like people not dancing tango and in tango competition, dancing ballet or contemporary or something? Ну, собственно, вопрос следующий. С учетом вот нашего предыдущего спича на тему связи, да, Саша говорит, вот смотрите, ну, он так же, как футбол, смотрит там танго-сценарию, задал вопрос, смотрит ли Сигрид Мундиаль, она говорит, что нет, и этим она срезала прям миллион вопросов, но Саша все равно не сдается, задает вопрос, смотри, Сигрид, вот у нас есть... танго-сценарию, и когда сейчас смотришь на него, очень напоминает, скорее уже стал напоминать вот это как раз шаги для двоих pas de deux, да, в балете, нежели традиционная танго. И вопрос к ней, как она думает, это танго будущего? Это вот наша перспектива? Окей, Сигрид? So considering that you're not watching Mundial, what do you think about it? No, I'm going to answer based on his question and his remark. Okay. Mm-hmm. And actually, the only thing I can say is what I know is social tango, and I think whatever happened in the Mondial, whatever happened in the new shows, I mean, tango mixed with contemporary or with martial art or with theater or whatever you want to mix it, can be a really nice art production. I'm not doubting about that. But I dedicate myself to teach tango and dance tango socially. So maybe that's why I'm not watching Mondial. I think it's for other reason. The main reason is I have a lot of difficulties to watch videos of tango. It doesn't call me at all. I can't. I need to see live.
And see live, I'm really inspired. I really like it or not, but by video, it for me, it's like there is no soul. It's like it's flattening everything. The 3D becomes 2D, and that doesn't talk to me. So that's the reason why, mainly why I'm not watching Mondial or other kind of video. I know so many people who are video tango addict. I'm not. But the thing, to come back to the question, is I don't think the Mondial will influence the social dancing. Maybe they will have some kind of influencing, but what will influence the tango, the social tango dancing, is the relation to the people, and mixed to their capacity they can do. Долгий, я попробую ничего не забыть. Говоря о... Ну, Сигрид, во-первых, сделал первый стейтмент, да, первый тезис, это то, что она себя посвятила социальному танго. И это в том числе, почему, там, может быть, ей в меньшей степени интересно танго Мундиале, вот этот танго-сценарио. Как идея, как искусство сочетать танго и боевые искусства, и театр, и балет, что угодно, почему бы нет? Это прекрасно, всему есть свое место, почему нет? Вот насчет фразы ее, Сигрид, о том, что она не смотрит Мундиаль, она говорит, смотрите, я, в принципе, небольшой фанат видео, как-то для меня они теряют душу, теряют какую-то изюминку, это как если мы 3D, вот когда оно превращается в 2D, вот что-то уходит, она говорит, есть, естественно, фанаты видео, которые все-все-все смотрят, знают каждый там шаг наизусть, но это вот не ее история, поэтому, Саш, что я забыла еще? Поэтому, собственно... вот, важно что отметить, что Сигрид считает, что танго, сценарио танго Мундиаля не повлияет на социальное танго. На социальное танго влияет как раз то, что привносят люди в него, свои какие-то возможности, свои навыки какие-то, возможно. But what do you mean by capacities, like bringing them to tango? I mean, tango is made not out of ballet dancer. Tango is made out of the old ladies who was cooking for 40 years old for the family or for the school kids, you know. It's made out of the guy who is parking the cars in the parking place. It's made out of the doctor who is having breath of air between 2 crazy days of seeing heal people. So I think social dancing, tango dancing, is made out of this kind of people, and they don't have ballet background, they don't have contemporary background, they don't have necessarily art martial background. I mean, of course, as a teacher, I can say that it's much better when they have, because they understand more quickly, they are more ready in the body, but they're not. And when you're dancing in the milonga, you equally dance with those who have a ballet background and then with those who have not. And actually, in ballet dance, in social dancing, you are meeting more often those who doesn't have than those who have. So I think you cannot transform someone who has started tango at 40 years old or 45 years old into a tango dancer with a ballet technique. Okay, I'll translate. That's why I don't think it can become like this. That's what I call capacity. Окей. Ну, смотрите, что вот я неправильно перевела. Речь идет о тех навыках, в том бэкграунде, да, о том прошлом, который у нас есть. Смотрите, если проанализировать нашу аудиторию, да, милангерос, это все-таки люди около 40 и старше, это матери, да, это там, совершенно разные профессии, от докторов, которые каждый день спасают жизни, до парковщиков. То есть это, большинство из нас не имеют опыта, бэкграунда, навыков танцоров. Либо, конечно, если у нас что-то было позади, мы там занимались айкидо или какими-то танцами, там, гимнастикой, это приятно, потому что наше тело быстрее
в себя впитывает новую информацию, и мы там, кажется, что мы быстрее можем научиться танцевать. Но все равно, если у нас этого нет, и мы пришли уже в таком взрослом возрасте, вряд ли мы начнем поднимать ноги там выше головы и делать все эти прекрасные фигуры, которые видим в танго-сценарию. Поэтому, говоря вот о capacity, то слово, да, которое я попросила Сигрид уточнить, здесь идет о том, какие у нас есть уже, что у нас есть в теле, какие у нас там база, какая база у нас за спиной. And what I call relation, I said something like that, tango, it's relation because actually when we are coming to tango with a ballet background, contemporary background, or movement background, we have the tendency to look first to the movement into tango. But thanks to the people who are not coming from this background, they can bring the relation aspect, the embrace, the dancing for just being good, the dancing for just feeling the music together, the dancing just for feeling the fusion in the bodies together, in the embrace. And I think that's more something that they can offer to people who are coming from the movement. They don't know how to do that. I mean, for a ballet dancer, as I was saying, it's very hard to understand the relation of leading and follow. It's even harder to understand the deepness of the contacts, I would say how to connect soul to soul. It's not something that exists in ballet. So social dancing is made out of this, first of all. We dance to connect. And hopefully there is movement into it. И говоря о том, вообще, как между собой сочетаются два этих мира, люди, которые имеют, приходят из профессиональных танцев, они, как правило, больше ориентированы на движение, да, на вот то, как его исполнить, чтобы это было красиво, много, вкусно. А люди, которые приходят без танцевального прошлого, они как раз привносят то самое, вот Сигрид использует слово relation, да, связь, контакт, вот эту глубину, то, чего профессиональным танцорам порой не хватает, и то, чему они учатся в танго благодаря нам, обычным смертным. Вот как-то так это происходит. Поэтому мы, обычные люди, обогащаем танго вот этой вот глубиной контакта и взаимодействия. Es muy lindo. Глубиной взаимоотношений. Да, взаимоотношений. So, if you don't watch Mondial, we're not going to talk about competitions and all the stuff. И мы, соответственно, пропустим сейчас целый спектр вопросов, которым хотел Саша завалить Сигрид, поскольку она не смотрит Мундиаль, не получится немножко в эту тему покопать. I'll ask some sharp questions. They're sharp almost for every place where the tango is danced. Especially it's sharp in Moscow, and it's a little bit connected with the competitions and all the stuff. Сейчас будет такой острый вопрос для всех сообществ, для всех стран, особенно сейчас для России, и он немножко будет связан как раз с соревновательной частью. The lack of partners in different places, a lot of women willing to dance, and not so many men willing to dance. And then brings us, at least in big cities, in Moscow, for example, it brings us to some amount of professional dancers who dance for money. Taxi dancers. Well, more or less. Mm-hmm. Now, for example, in Moscow, it's not even hidden. Like, we just know that these guys are working. How is it now in Sweden? And what do you personally think about it? Is it good for tango? Is it okay? Is it bad? Or... So you mean Switzerland, I think? Yeah, sorry. No problem. I always confuse them as well, sorry. Okay, I'll translate. Так вот, говоря об этом остром вопросе, мы все знаем, что у нас в танго, не только у нас, но и во многих странах, женщин больше, чем мужчин. Мы, женщины, хотим танцевать, лидеров не хватает, что делать? Есть, уже образовалась определенная каста профессиональных танцоров, которые работают, танцуют с женщинами за деньги. Такси-дансеры, да, и сейчас это уже даже не скрывается.
есть, как бы мы знаем, что вот эти люди там работают в танго, как бы танцуют за деньги. Вопрос к Сигрид в Швейцарии, как с этим обстоят дела? You don't I know. don't know. Actually, I don't know. I heard that there is one guy or maybe two, I don't know, who are doing that in Lausanne, but I don't know. Each time I go to Milonga, I'm so happy to be there that I have my very naive faces that everything is pink, everything is blue, and I don't see these kind of things. So I don't know. I could not really answer to your question. Then what I think about this, well, that's the way to that's the way to do. I mean, if it's okay for the girls, I don't know. I mean, no. it's kind of it's very strange question. For me, it looks like a bit like, what is your idea about prostitution? You know, would you give sex for free or for payment? Well, that's depend with who, you know, and that's depend of your own morale and what you want to do with your own body. So that's I wouldn't like to be the one to say no, this is bad. That's up to them. And as long as they don't damage people, why not? If it's a convenient way of doing for them, that's okay. Okay, I'll translate now. Итак, если говорить о Швейцарии, ну, Сигрид говорит, что она не совсем в курсе и затрудняется сказать вообще, есть ли там такая каста людей. По ее ощущениям, возможно, в Лузан, это один из городов на границе Швейцарии и Франции, есть, может быть, один парень, но в целом, когда она приходит на милонги, она говорит, что она приходит с такими глазами, наконец-то танцевать, и вот все кажется розово-голубым, все прекрасно, поэтому она не особо на это обращает внимание. Если в целом как бы дать свое мнение относительно этой ситуации, ну, она говорит, что это как спросить меня, там, проституция это хорошо или плохо, или ты будешь спать там с кем-то за деньги или бесплатно, говорит, ну, во-первых, с кем, а во-вторых, ну, не хочется говорить, что это плохо, потому что, ну, как бы есть разные вещи, пусть это будет, главное, чтобы никто не пострадал. Если никому от этого не плохо, то, ну, и окей. Пусть так будет. I'm sorry, just a second. Well, from my side, I know that in Brazil there are quite some taxi dancers, and it's totally fine. Like in Russia, there's still some opinions that it's bad, and a lot of like, it's like Sasha said, it's a sharp and it's a sharp question. I'll try to take it from another side. Look. Tango is a thing that can make a lot of people happy, because and a lot of people sad as well. Yeah, but it makes a lot of people sad, especially women. I often see a lot of girls sitting and they're unhappy. They want to dance, and because of different reasons they can't dance. They have no possibility. Mm-hmm. And this is just one of the solutions for them. Yeah. Mm-hmm. And it's always such a thing for me that I can decide how such a wonderful thing like tango, which can make people very happy, makes them so unhappy. And they continue on and on and on and on for years. How do you think? Is there any other way we can do something with that? Sorry. Вопрос, значит, если говорить о танго, да, это прекрасная вещь, которая заставляет нас быть счастливыми, но если мы посмотрим на милонгах, Саш видит, ну и я тоже, и все мы видим, что много, там, в том числе и там, девушек переживающих, да, и продолжающих это вот из милонга в милонгу самоистязание. И если говорить о такси-дансерстве, да, то это как раз одно из решений, как ситуацию поправить. Вот. Собственно, вопрос Сигрид, что думает по этому поводу, есть ли вообще какое-то другое решение этой проблемы? So your question is how can we make ladies happy? Как сделать женщин счастливыми? Well, believe me, there is a lot of guys also that are not happy.
Во-первых, есть куча мужчин, которые тоже на самом деле несчастны. Nobody cares about guys. Well, but that's the moment Никто we про мужчин не take care of all вспоминает. of them, we will be happy. All of them, all of us. Чтобы все были счастливы. But I understand that for you in Russia, you have a huge amount of women who might be unhappy because you have much more women than guys in the Milonga. Yes, of course, this is a very legitimate question anyway. I think taxi dancers can be an answer, maybe not the only one. I would encourage girls to lead. Угу. Ну, на самом деле, разумный вопрос для России, да, относительно нашей ситуации. Действительно, у нас очень большой дисбаланс. И, собственно, как одно из решений, это вот вдохновить девушек на то, чтобы лидировать, быть лидерами. That's what I do here in Lausanne sometimes. Actually, because in Lausanne there is not so many good dancers, obviously. And therefore, when I'm not sure with who I'm going to meet at Milonga, but I really want to go out dancing, I always go with 2 dresses, and I start the Milonga as a leader with my trousers, my low shoes, and my jacket. And then at midnight, I change and I become a follower with my dress, my high heel, and my makeup. Even makeup. Вау. Окей, и смотрите, как пример, как на собственном примере, да, Сигрид говорит, что она когда ходит на мелонги, например, если она не очень уверена, что там будет много лидеров хороших, а их, правда, не так много в Лузан, соответственно, она берет с собой 2 варианта костюма. До 12 часов она полностью одета, там, низкие каблуки, ну, это вот как бы кроссовочки, да, господи, пиджак, брюки. Дальше в 12 часов происходит, и она танцует за лидера, в 12 часов происходит волшебное превращение, надевается платье, высокие каблуки и даже мейкап. Вот, и она уже танцует за фолловера. Так что не удивляйтесь, после 12 я буду превращаться в девочку, а она одевать высокие каблуки. Sorry. Translation? It's like, Sasha, but were you saying about yourself? Sorry? No, but like we like the idea that you change magically at Milonga from leader to follower. Like it's really nice, and he made a joke about it. Like, okay, magically. Don't be surprised. Yeah, magically at midnight, like Cinderella. Yes, прям как Золушка в 12 часов. С мгновением палочки. Okay, Sigrid. I think I forgot to ask is how big is the tango in Lausanne? Are the milongas every day or once a week or whatever? Well, before COVID, we had like maybe 3 milonga every week. Then there was a special event, more and more actually. Last year it was a little bit too much events, because people were starting to spread too much and to also to be, how do you say that in English? Too blasé. You understand what I mean? No. It's like when you have seen too much and you are not touched by anything anymore. You are still there. Spoiled. Yeah, we can say that. So that's because the tango community is not so big actually yet. I couldn't say how many people there is, because there is some people who are going out once a month, others once every 3 months, and other every week. So it's very hard to say. And but it's definitely much smaller than in Moscow. And so when there is too much offered, I think for a small tango community, in the beginning they do everything, they go to every workshop, they see every movies, and after a while it's like it's too much. So they start just to pick, from this couple I only want this class,
And from this couple, oh, I just want to see the show. And from this couple, I want to see this class and this. Oh, this class, I already done it before, so I don't need to do it again. You know, and when people start to react like that, for us as a teacher, is like, oh, yeah, it's a deception because we cannot pass our philosophy in one class. In one class, it's like going to the supermarket and just buy one thing, but actually all your way of thinking, your way of concepting the movement, your philosophy behind this, how you see the role of the follower, the role of the leader, what is this tango for you, which is actually the main purpose of what the main information that you want to pass to the dancers. You can't pass it in one class. I should stop you, otherwise I'll forget, sorry. Говоря, то есть сколько в Лузайн уроков, простите, мелонг в неделю? 3. И Сигрид говорит, что за прошедший год вообще там, ну, понятно, что помимо еженедельных мелонг есть еще специальные события. И вот в прошлом году таких событий было как-то слишком много, что события разного характера, это какие-то там фестивали и какие-то воркшопы специальные, о чем сейчас и пойдет речь. И в какой-то момент люди стали, переели сладкого и начали быть избирательными. Присытились, да. То есть они, соответственно, стали, окей, вот на этом приехала пара, или там какое-нибудь событие, какой-нибудь фестиваль, нет, я пойду только на выступление этой пары. А вот из этого курса уроков, я вот на этот урок уже ходил, значит, не пойду. А вообще я у этой пары уже много занимался, может быть, схожу на один урок. А вот у той, окей, вот это интересно, а вот это я у другой. И вот Сигрид говорит, что это на самом деле головная боль для преподавателей, и я так понимаю, что вот с учетом моих фраз, да, речь даже не о том, что там они не ходят на какие-то уроки, а в том, что сложно передать философию, общую концепцию танца, вот то, что преподаватель вкладывает, да, в своем понимании во взаимодействие между, как строится взаимодействие в паре, как вот это все функционирует, сложно передать это за один урок. А когда ученики приходят и отрывками кусают из курса, ничего из этого путного не получается. Вот. Okay, I've shortened a little bit your explanation of the concept. If you want, if you would repeat, I will translate it fully. But I just said that if they take one class of several workshops, they cannot get the concept, the relation between the follower and leader. That's what I said. Yeah, and actually, I think more than the steps, that's the main information to get. И говоря вот опять же о уроках, важнее получить как раз концепцию, нежели сами шаги, нежели саму связку. Because that's understanding the way of thinking, then the person you want to learn from, that you can also take the tools to learn, to keep learning by yourself. If you just take the sequence, you can just reproduce that, but nothing else. You cannot develop your own way of thinking, your own movement, your own concept. Если вы идете, если вам нравится какой-то преподаватель, и вы идете к нему заниматься, ваша задача понять, как он мыслит, для того, чтобы, когда вы понимаете его систему координат, его систему мышления, дальше вы можете самим уже развивать и изучать что-то новое самостоятельно, но в этой вот концепции. Если же вы берете просто шаги, какую-то связку, то вы просто будете это повторять, и ничего нового вы не сможете добавить. Okay. We'll be step by step coming to the end. So now we have some questions in the chat, and we'll do it this way. Karina is gonna sound them, and I'll go out for a minute to write down a blitz, because every time we finish with a short blitz. So I'll prepare the questions while Kari is reading the questions from the chat. Okay? Окей. Сейчас мы с вами перейдем к вопросам с чата. Саш немножко удалится, потому что он придумывает свои интересные вопросы для блица. Мы всегда, как вы знаете, заканчиваем таким быстрым опросом. Обычно это очень забавно получается. Поэтому перейдем к вопросам.
Лариса, я вижу только вопросы от Ларисы. Видимо, если кто-то задавал, продублируйте их, пожалуйста, в чат на всех. Окей, социальная хореография, какова оптимальная пропорция? Окей, so dancing socially and choreography, what is the best proportion? But that's depending what you want to dance. That's all. If you want to dance for social dancing, I think it's very important to be able to improvise. But being able to improvise doesn't mean that you have never done choreography. You can have done choreography, which help you to memorize steps. But then you have to also develop the capacity to break those sequences, to adapt them to the situation you will have in the milonga. Смотря что вы хотите, да, если, например, вы хотите танцевать социально, здесь важный элемент импровизации, но это не значит, что хореография вам в этом не поможет. Если, например, вы изучали какие-то связки, вы можете их использовать, просто важно уйти от повторения связки от начала до конца, а иметь возможность разбить ее на кусочки и использовать их в рамках импровизации. Окей. The next question is, как меняется танго, какие тренды Сигрид видит? Okay, what changes in tango do you see? Which trends do you see now? I'm not sure I get the question. Like tango is improving and changing all the time. Mm-hmm. Do you see any tendencies or any dimensions? Where are we going? I think that depends the countries. Тут все зависит от страны. Okay. More details, please. What countries do you mean? Or maybe you could give us any examples of it. Okay. For example, let's say 8 years ago, maybe 8 years ago in Ukraine, it was very like small, intimated, very connected, where in Russia it was starting to become more and more competition, where in versus west of Europe it was more like, oh, let's do a small party, we don't do things right, but doesn't matter. So I think it's depend. And for example, from what I remember, because I haven't been there very recently, but in Denmark or Sweden was more like a real challenge to meet men and women together. So I think it's really depending the culture of the people that the tango is adapting to what people want, or what they have, or what they fear, or what they look for. Is Интересно. Сигрид разделяет это на страны. Если говорить о Украине, интересно, да, 8-10 лет назад ей показалось, что было в целом ощущение, что танец был про взаимодействие, про ощущения в паре. В России уже начинались тенденции на то, чтобы танцевать больше наружу, танцевать в соревнованиях. В Западной Европе было, мы пришли на вечеринку, неважно, мы не умеем танцевать, но нам все равно весело. I think in Italy it's still the same, like we're at the party, we don't know how to dance, but we are good. In many milongas. Я добавила, что я до сих пор вижу, что на многих милонгах в Италии так и есть. Люди приходят просто развлечься, потанцевать, неважно, умеют они танцевать или нет. И, например, в Дании
и в скандинавских странах, да, у них вообще была проблема вот, с друг другом начать контактировать как-то между мужчинами и женщинами, то есть вот эта социальная дистанция. И, по сути, все зависит от того, какие у нас, ну, вообще от нашего менталитета, от того, какие у нас страхи, какие у нас особенности характера, какие, ну, вот от этого зависит то, куда движется наша танго. Вот. Окей. That's a good answer. I like it. Really like it. Ну, я говорю, что мне очень понравился ответ. Классный. Another question. Did you ever give any classes in the military universities or some kind of military organizations? No. No. But I'm really laughing because actually one of my first women technique seminar I gave I think 9 years ago in Sweden with a group of 12, the best follower of Sweden they were at this time. And I did once the seminar, and it was supposed to repeat, repeated for the continuation 3 months later. And after I heard that I was like having a nickname that I'm the sergeant of a military camp. Вау! Ну, и на вопрос, не пробовали ли вы преподавать в военных училищах танго курсантам, я его задала вообще в военных организациях. Сигрид говорит, нет, не было такого, но тут она вспомнила интересную историю. Где-то 8-9 лет назад она давала первый урок женской техники в Швеции, и у нее там было 12 танцовщиц, лучших фолловеров, лучших, как сказать, ну, женщин, да, того времени, и ну, потом она еще через 3 месяца им давала продолжение этого курса. Интересно, потом она узнала, что ей дали никнейм, да, что она сержант солдатов танго, да, это назовем так. Что вот поэтому у нее такая ассоциация возникла. Okay, and the last question from Alexander Zakharov. Do you have any plans to come to Russia? When and what is your next marathon? Есть ли планы поехать к нам? Когда и какой марафон следующий? I don't know. I wish I could have go to Basel Marathon in Switzerland, but I realized actually today that I didn't get the invitation. So I think I'm afraid they canceled or they're still waiting because it's for beginning of September and we don't know yet. Then after that, I don't know, because actually all the work I was supposed to do in March, April, which was my fullest season of the year, have been postponed to October, November. So I don't know if I will be able to, even on top of that, take a free weekend for myself dancing in marathon. So I'm afraid my next marathon will be next year, and I don't know where yet. Окей. Значит, следующий марафон предполагалось, что это будет в Базеле. Для справки, это один из самых крутых марафонов вообще, который сейчас есть. Но Сигрид говорит, что она не получила приглашение, и, возможно, они его отменили. Пока непонятно. В целом, если говорить про там, приезд в Россию, то тут сомнения, и, может быть, это будет следующий год. Почему? Потому что март, апрель, те месяцы, которые обычно Сигрид наиболее загружена, сейчас у нас перенеслись на октябрь, ноябрь, выделить еще, кроме этого, выделить какой-то уикенд, какие-то выходные на поездку на марафон, ну, вряд ли. А какой марафон, ну, в следующем году, какой, неизвестно. Окей. Okay, the question is, because Sasha asked you, so the question is, why did you ask, how come and how it happened that you chose Sasha for the performance in Russia, in Moscow, the last one, yes? And why? What was your reasons? She had no choice. Как случилось так, что на выступлении на фесте в Москве Сигрид выбрала Александра Захарова, он здесь присутствует, партнер, да, вы, наверное, видели прекрасные выступления и видео. И, собственно, почему? Сигрид? Because different things. I like his musicality.
I like his creativity. Let's see if I'm going to make him blush. Сигрид говорит, что ей нравится музыкальность и креативность Саши, и сейчас она будет продолжать делать комплименты и петь дифирамбы, да, чтобы Саша у нас покраснела окончательно. And also, I was feeling, though I don't know you so much, Sasha, but I can feel like you're a good person, or at least a person with who my vibration can vibrate with yours. So for me, this is very important. I could not dance with someone with who I don't have the same vibration of the same. So this is something for me more important than the technique or the musicality. It's also another reason is because I just feel good when I dance with him, and for me this is important. I can have fun. I can relax. I can think that I don't have to take care of all the technical things. I can just relax and enjoy, and that's enough. That's life. So yeah, that's the main reason. Короче, если я сейчас что-нибудь забуду, Саша приведет. Сам про себя. Короче, в чем суть? Он говорит, что в целом Саша вообще хороший человек, даже несмотря на то, что они не супер там давно друг друга знают и там, близко знакомы, все равно она ощущает, что они на одной волне, да, на одни и те же вибрации. Для нее и для Сигрида это крайне важно при там, танце с кем-то, да, она не сможет выступить с человеком, с которым она не находится на одной волне, вот в одном поле, да. Говоря о выступлении, здесь еще важно сказать, что это просто классно, интересно, да, весело, можно не задумываться о том, что там с техникой происходит, а просто расслабиться и танцевать, и ей хорошо, и ей очень нравилось им танцевать, там, соответственно, на мелонгах, и вот поэтому, собственно, и пал выбор на Сашу для выступления. And the last question. Okay, Sasha is not that red, no? По-моему, Саша не сильно красен. Надо еще похвалить. Да, you should say something more, so he would blush even more. Now you're getting there, Саша. Сейчас Саша уже пришел к красному цвету. Окей, взаимодействие в паре. Так, Сигрид это видит. Can I interrupt you for a second? Do you know that Sasha sings and sings very well? I've seen in Facebook. Да, мы продолжаем тему похвалы Саши, чтобы он превратился в помидор. И Саша Крупников вспомнил, что Александр Захаров у нас не только великолепный танцор, но еще и певец. И вот вопрос Сигрид был, а видела ли она записи Саши? Сигрид говорит, да, я все видела. But I'm very sorry, but very egoistically, I prefer that he develop his talent as a dancer. И Сигрид говорит, что она, как истинный эгоист, предпочитает, чтобы Саша сейчас всю свою энергию направил на развитие танго, чтобы стать еще лучше, нежели там тратить драгоценный талант на пение. Окей. Саша, молодец, краснеешь. Взаимодействие паре как-то... No offense, just egoistic. I'm very egoistic. Саш, не обижайся, это все эгоистичные чувства. Хочется, чтобы ты вся полностью посвятил танцу. Итак, взаимодействие в паре, как Сигрид это видит, возможно, есть некая предыстория, прежде чем встать в пару. Wow, okay, difficult question for me to translate. So, the connection in the couple, how do you see it? Is there any prerequisite, some story before that? Before you really connect in the couple? No, you mean if it's needed? If it's needed, do you? No. Yes, like. No, and I prefer when there is not. Or maybe I didn't translate it correctly. Do you need to like when you are standing in front of each other? Is it the moment when you start connecting? Is it like a prerequisite of really getting the embrace? Maybe it's this question. Алексей Сферидов, а можно вас попросить расшифровать вопрос? Я что-то не очень могу его перевести корректно.
I asked the person who who posted this question because I don't get it. Я даже камеру включу, чтобы меня было видно. Но в паре есть какое-то взаимодействие, они как-то контактируют. Но прежде чем стать в пару, она смотрит, общается. То есть она не может стать в пару с незнакомым человеком. И просто не хочет она встать с ним, она с ним не будет встать. Как это достигается вообще? Как она это видит? Sigrid, do you think that you need to get some connection with a person before coming into a couple and dance? Maybe a small talk or something else? Or within like to show something with your eyes, like when you're still in a distance, it's how you start creating the connection. Yes, of course. I need desire. Да, ей необходимо, действительно это так, ей необходимо некое, желание, да, с этим человеком быть. И, okay, and so for you, when does it start? It can start a completely different way of starting, of expressing. But if I don't have the desire to dance with him, I will, yes, I can dance because maybe he asked me directly and I feel like kind of obliged to dance with him, but I won't be dancing. I would be the shadow of myself. But if I have the desire to dance with this guy, so I don't know his name, I don't know where he's come from, but maybe I saw him. Or maybe we cross in the stairways to go to Milonga and I was finding we had a good connection by talking. Or I don't know, he was a very enthusiastic and active student in the class. So I really have a connection with him already and I desire to dance with him. So for me, it's like, yes, having a connection helps me, but not, well, a connection that would be translated by desire. Desire. Ну, все начинается с желания потанцевать, да, то есть, конечно, если, например, у нее не было желания потанцевать с человеком, но вот этот мужчина пригласил ее с руки или как-то там, вербально, да, она пойдет танцевать, но это будет скорее тень ее, это не будет ее настоящим танцем, а вот какой-то другой пререквизит того, чтобы встать в пару, это может быть, например, очень такой активный, заряженный, заряженный студент на уроке, и который ее там как-то, привлек внимание, или какой-то small talk, да, небольшой разговор на лестнице, тоже может быть уже как бы началом создания вот этой связи, этого объятия, да, уже такого. А может быть и просто она никогда не видела или краем глаза видела этого человека, но почему-то она ощущает желание потанцевать. Все это может быть разными формами уже установления вот этой связи. Окей. Thank you. Sasha? Did I answer your question? Пока будет. Okay. Okay. And the question about Sasha Zakharov, because he's not... Чего ж не согласиться-то? Я бы тоже согласился. Okay, and because Sasha disappeared from the screen and we really wanted to see his red face, again, the question about him. Sorry, I didn't see him. Pardon? He's not that red. Я говорю, что Саша, я чуть не увидела Сашу и поулыбалась, что, может быть, вопрос именно для того, чтобы он опять вернулся к нам в разговор. А как Александр согласился, понравилось ему дать? So how did it happen with Sasha for the first time, Alexander Zakharov? Do you remember? Yes, of course. Of course. Did you like the dance with him for the first time? Yes, I was very surprised because we met in Bigfoot Marathon in Istanbul. And what? 5 years ago. Okay. And actually I think I saw you before dancing, and I said, wow, actually he looks that he's a good dancer. So then he asked me for valse, and that was a good idea because I don't like to be invited for milonga, for example. I mean, at least with someone I am not used to dance. Was it cabeceo? I think yes, but the room was not so big. It was not cabeceo? No? Okay, that's possible.
because I'm not very good at cabeceo. Окей, и смотрите, я начну переводить. Знакомство произошло примерно 5 лет назад на Бигфут-марафоне в Турции. Сейчас этого марафона уже нет, для справки, он был тоже одним из самых крутых на тот момент. Сигрид говорит, что она видела уже Сашу до этого и подумала, о, он прикольно танцует. Ну и, собственно, Саша пригласил вот на Бигфуте Сигрид потанцевать. Я спросила, было ли это с помощью кабесео, и Сигрид говорит, я не помню, но вообще я не очень хороша в кабесео. Я так поняла, что в закулисье шли воспоминания того, как это произошло, и кажется, что это был даже без кабесео. Саша, ты можешь прокомментировать? Просто. Окей. Хорошо. And so how was it? Sorry, let's finish the... No, I was really astonished by his musicality in the valse because it was the first time, well, not first time, maybe not, but one of the really rare time that I feel, wow, this guy know what is valse. И прикольно, хорошо было, что Саша не пригласил ее на милонгу, потому что когда танцуешь с кем-то совершенно новым, это немножко, переживаешь на эту тему. А вальс была отличная идея, и Сигрид говорит, что она как раз подумала, вау, этот парень точно знает, что такое танцевать вальс. Она была удивлена его музыкальности и вообще умением танцевать вальс. Okay, so that was the 10 minutes of Alexander Zakharov. Yes. Let's finish. Look, Sigrid, we usually finish with one and the same thing. It's very simple. I'll give you 2 statements, and you have to answer quickly. Choose one quickly. And then you have some more time to explain why. Okay. The statements are very simple. Just choose the one you like. Okay. It doesn't matter. It means nothing. Just the one you like. Сейчас у нас будет блиц. I concentrate. Let's go. Сейчас у нас будет блиц. Будет предлагаться 2 варианта, там, не знаю, черное или белое. Сигрид будет выбирать один из вариантов и потом объяснять, почему. Окей. Окей. D'Arienzo o Di Sarli? Di Sarli. Di Sarli. Why? Because if you ask me to choose quickly, I think there is more contrast in the Di Sarli's period of playing that I can reach both the rhythmical part and the melodic part. D'Arienzo или Di Sarli? Di Sarli, потому что в спектре композиции Di Sarli можно, он более широкий, и можно найти очень ритмичные вещи и очень музыкальные, и экстремалы. Она имеет в виду, что в одной композиции Di Sarli можно найти большее количество переходов от лирической части к ритмической части, и это дает больший спектр возможностей. Did you mean like you see the different, you can show it in the one composition, or you mean the whole story of Di Sarli? The whole story. Окей. Мой перевод был правильный. Окей. Окей. But actually also in one composition. Но Саш тоже был прав, в одной композиции тоже можно найти таких контрастов много. Vale. Fast or slow? Make it quickly. Slow. Slow. Okay. Why? Because dancing slow, we can dance more with the entire body, in my opinion. Okay. I like the idea that I'm not dancing only with my feet, but I can dance with my legs, with my arms, with my upper body, with my hips, with everything. And the more I can go into the details in moving my body, the better I like. Быстро или медленно? Медленно, потому что в случае медленных движений можно танцевать всем телом, не только стопами, но и ногами, и бедрами, и верхней частью тела. И чем больше детализации этого движения у нас есть, тем вкуснее движение получается. Окей. Pugliese or Troilo? Pugliese, of course. Why? Because Pugliese is it's more contrasted. Yeah, because Pugliese is more contrasted in the way of building the music, in the composition of one song, for example, and it's more, I feel it's more powerful.
I always loved Pugliese from the beginning to now, and with Troilo, that depends the period of Troilo. Pugliese, it has never changed. Never mind the period in which he's playing, I always like him. Пуглиезе или Тройло? Пуглиезе. И за счет того, какие контрасты можно найти в музыке. Это всегда очень сильная музыка. Сигрид говорит, что на протяжении всего ее времени, с самого начала ей Пуглиезе нравится, неважно, какой период самого Пуглиезе в его истории, ей всегда нравился Пуглиезе и все его периоды. Если говорить о Тройло, то тут зависит от того, Тройло каких годов. Окей. Окей. Step or pivot? Pivot, of course. Why? Because I love to feel the torsion in my body. It's a sensation I feel really great. And each time I do a pivot and I do a torsion, it's like my body is smiling. Шаг или пивот? Пивот, потому что Сигрид очень нравится вот это вот ощущение скрутки в теле. Она говорит, что каждый раз, когда она делает пивот, ее тело улыбается. Parallel or cross system? Cross system. Why? Because I don't like when we dance on the symmetric way. That's the reason why. That's one of the reasons why I don't enjoy so much milonga. It's because what do the man and what do the follower is too symmetric. And I think that this is a beautiful thing in tango, that we are not always, well, actually we are almost rarely dancing in symmetric ways, and therefore the cross system is more convenient for that. Параллельная или перекрестная система? Перекрестная, потому что в этом случае мы не танцуем симметрично. И это, собственно, причина, почему Сигрид чуть меньше любит милонгу по сравнению с другими типами танго, да, потому что там мы как раз очень много танцуем симметрично, а красота танго для нее заключается в том, что мы танцуем несимметрично. Это как раз чаще всего происходит в перекрестной системе. Okay, that was the next question. Vals or milonga? Vals. Vals. We know the answer. Вальс или милонга, но мы все знаем ответ, то уже вальс, да? Это мы поняли. Окей. Сальса or rock-and-roll? Salsa. Why? Because rock and roll is too sportive and salsa is more sensual. Сальса или рок-н-ролл? Сальса, потому что рок-н-ролл это больше такое нечто спортивное, а сальса это более чувственный танец. Окей. Каннинг or вирута? Canning. Canning. Why? Because the canning it's putting us into a mood of tango. Viruta is like a discotheque, and it feels like it doesn't feel a tango place. It looks like where people can go just to do party. And when I want to do tango, I want to dress up, I want to have some makeup, I do some preparation, I conditioning myself to prepare me for the milonga. So I prefer canning. Салон Каннинг или Ля Вирута, как два таких известных места проведения милонга в Буэнос-Айресе. Ответ салон Каннинг. Почему? Потому что это то место, которое располагает тебя к танго, уже готовит тебя, там уже есть дух танго, вы красиво одеваетесь, накладываете мейкап, да, и идете вот с ощущением, что вы идете на танго-мероприятие. А Ля Вирута это такая дискотека, туда может вообще любой прийти, ну, вот, по ощущениям, это просто дискотека. Поэтому как бы для танго это салон Каннинг. Okay, last question for today, and we'll go to sleep. Putin or Trump? What? No, I don't answer that. Sorry, no. Why? Neither of them. Sorry. Okay, that's an option too. Why not? Thank you. В нашем блице оказался третий вариант. Значит, на вопрос Путин или Трамп у нас нет ответа. Как бы, почему? Потому что, собственно, вы слышали, Сигрид спросила, что? Я не могу выбрать ни один из них.
И Саша говорит, ну, это твое право. Usually it comes to the choice, which one is worse. Not that someone is good, but which one is worse. Oh, less worse, less evil. Less, yeah. Lesser evil. Yeah. Well, no, I just, no, sorry. Сигрид даже не будет выбирать меньшее зло. Okay. Thank you very much. We were very, very, very glad to see you. Thank you for sharing your time with us. For everybody else, for inviting me to this chat with you, and it's very nice to connect with you guys from Moscow and St. Petersburg. We hope to see you soon again, as soon as possible in Russia, or maybe somewhere else, not in Russia. At least I hope that we're all going to be free. We can dance in Switzerland. Ребята обмениваются благодарственными речами. Сигрид говорит, что ей было очень приятно с нами пообщаться, и что здесь были представители и Москвы, и Санкт-Петербурга. Саша говорит, что... И Владимира, и вообще очень много да, людей вот. из У нас, в общем, городов. география очень широкая. Ей очень приятно было с нами побеседовать. Саша говорит, очень ждем в гости. И на что Сигрид говорит, ну, приезжайте в Швейцарию. Какие проблемы, да? Какие проблемы? Потанцуем там. Приезжайте. Okay, I'll make a small announcement in Russian, just to say that the video of the interview will be on our channel, and you can rewatch or share it with friends. Друзья, спасибо вам всем большое, что были с нами все это время. Это последняя Милонга Sueno Azul онлайн. В следующий четверг мы уже встретимся вживую, наконец-то обнимемся. Видео этого интервью, всех остальных интервью можно найти на нашем канале от Ротанга. Оно будет уже завтра доступно, можно будет поделиться с друзьями. Спасибо всем большое. Саша Захаров, держись. Sigrid, thank you again. Big hugs from Moscow. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao.